Друзья, сополатники, всем привет! Давненько я не появлялся. Моя семья подхватила коронавирус, и я был последним из родных, кто почувствовал на себе все прелести потери нюха. И вот только сейчас буквально можно сказать, что я процентов, наверное, 90 восстановил свой нос, поэтому видюшки временно прекратились. Сейчас надеюсь, что возобновятся и будут регулярными. Снова у нас диктует погода то, о чем хочется рассказывать. Там за окном метель, снег валит, дорожки все засыпаны снегом. Минус 10 вроде бы сегодня. И хочется рассказать о чем-то про зимнюю стужу, поэтому посмотрел по своим закромам и понял, что нужно рассказывать про, можно сказать, классику, которая незаслуженно забыта в последние лет 7, наверное. Это, как вы уже видите и видели из названия видео, это Азара Езид. Аромат про как раз зиму, он про мороз, он про снег, он пронзителен, он холоден. Не буду заглядывать в пирамиду, потому что, как уже говорил, у всех есть руки, все люди, все могут сами посмотреть, что там заявляет производитель. Более того, на фрагрантике, если смотреть, частенько пирамида очень сильно отличается от того, что на самом деле присутствует в аромате, и даже от того, что говорит нам производитель, присутствует в аромате. Например, вспоминается любимая зебра Рассаси, один из клоновентусов, когда в пирамиде какое-то гигантское количество нот, и в том числе там смородина, ананас, которых и в помине нет, и о которых производитель даже не говорит, и там ничего не слышно, никаких смородины и ананаса, но по какой-то причине в фрагрантике их записали. Поэтому сразу будем говорить о том, как аромат пахнет, на что похоже, куда носить, кому подойдет, стоит ли своих денег. У меня полтинник уже заканчивается, да, там осталось, наверное, миллилитров 20. Я покупал его за что-то в районе 1500. У меня недалеко от дома есть магазинчик маленький с винтажными ароматами. Что-то около 1500. Из-за границы в России дороговато он стоит. Из-за границы можно сотку заказать за примерно 2500. Как я считаю, прекрасный вариант для тех, кто любит вот это самое свежо, лесно, холодно, отстраненно природное звучание. Как звучит? Вот представьте себе, что вы пошли в минус 10, какие-то крещенские морозы, либо сразу после крещенских морозов, вот конец января, холодно, дует ветерок, может быть валит снег, может быть только что прошел снег. И вот вы идете по какой-то опушке лесной, представьте, что это, наверное, даже лес, то есть это хвойный лес, либо, как говорится, знаете, такие коряги стоят и сухие стволы деревьев, может быть даже немножко подобугленные где-то. Я четко имею перед глазами место, которое мне напоминает этот аромат, но, может быть, не у всех, не в каждом городе есть подобные места. В общем, это далековато от города, это много деревьев, часть деревьев, может быть, даже мертвые, сухие стоят, снег, метель, либо просто достаточно серьезный мороз, там минус 10 и даже больше. Вот он звучит именно так. Давайте нанесем. Я разжился блоттерами. О да, это очень холодно. Это очень свежо. Что интересно, он настолько похож на эту самую зимнюю стужу, что лично я, когда его наношу в холодное время года, он просто теряется, потому что то, что ты воспринимаешь носом, почему-то кажется натуральным запахом той обстановки, которая у тебя сейчас царит.
на улице. И это как-то не получается это сопоставить с парфюмом, как если вы нанесете, например, какой-то соленый, йодистый аромат, будучи на море, и можете даже его не слышать, потому что море и само так пахнет. Но для меня это очень холодный, природный лесной аромат. Обязательно снег, обязательно зимняя стужа. Ощущение такое, что ты прям вот нюхаешь какие-то заснеженные, вдыхаешь вот воздух заснеженный, где-то есть вот это древесно-хвоистое звучание, но оно на нем не акцентировано внимание. Да, это красиво, это очень недорого. Как я уже сказал, если носить его в зиму, вы можете банально не ощущать его на себе, потому что он сливается с общей вот этой холодной обстановкой. Куда он подойдет? Да, наверное, куда угодно. Это аромат не вечерний, это аромат очень атмосферный. Он как раз один из тех, которые сейчас мне заходят больше всего. Это те ароматы, где человек факультативен. Он совершенно не обязателен в этой композиции, как сикамор тот же самый. Да? Сикамор можно вдыхать с блоттера, с одежды. Там не обязательно личность человека совершенно. Он описывает вот какую-то природу, он описывает вот этот звенящий сказочный лес, если так можно сказать. Тот же синефин, он про природу, он не про человека. Когда, как мне кажется, когда его создавали, четко имели в голове какой-то образ окружающей среды, когда то есть картина исключительно природная, может быть вода, может быть там, снег, вот это как раз такого типа аромата. Мне напоминает сразу несколько ароматов. Часть у меня есть, часть была, часть никогда не было. В первую очередь он напоминает мне мой любимый аромат, скорее той атмосферностью, той обстановкой, которую он передает. Это Silver Windwood от D-Squared. Это тоже холоднючий лес. Единственное, в D-Squared сразу вы понимаете, что это хвойный лес. Если в Азара это больше дерево, это больше, как я сказал, какие-то коряги, какие-то высушенные стволы деревьев и хвойность, то есть, может быть, какие-то хвойники там находятся, но они не акцентируют на себе внимание, то D-Squared это четко хвойный, холоднючий, свежий лес. Это очень красиво. Следующий аромат, на который это похоже, это Анкор Нуар на чернила, при том, что в визите ветивера нет. Однако вот эта обстановка холодного, чего-то, может быть, немножко мрачноватого, вот этого свежего, немного звенящего, может быть, дает белый мускус, вот это звучание. Для кого как он раскрывается, кому-то он раскрывается мыльно, кому-то он раскрывается холодно, как мне, кому-то он раскрывается пудрово. Вот для меня это холод. И тот же Анкор Нуар. Это холодно, это древесно, это лесно. Второй аромат, точнее третий уже аромат, на который это похоже, это Wonderwood от Comme des Garçons. Тоже похоже, но Wonderwood, наверное, чуть-чуть слаще. Опять же, он про ветивер, но вот эта обстановка лесная, и Wonderwood, наверное, попроще. Однако вот эта лесная обстановка какого-то свежего древесного места, вот этого леса какого-то, она всплывает в голове тут же. Wonderwood, наверное, больше про прохладное что-то, да, про прохладный лес.
Silver Windwood про хвойник. Визит именно про вот какое-то абстрагированное, холодно-древесное место. Кому подойдет? Наверное, подойдет парфманьякам, которые ищут дополнительные эмоции. Тем, кому уже наскучили обычные ароматы. Те, кто присытился нишей и начал подозревать, что производители ниши неким образом навариваются на покупателях и на любителях парфюмерии, воспроизводя в определенном смысле уже некогда легендарные парфюмы, возвращаясь к классике. Если вы заметили, то сейчас достаточно популярное направление шипровое среди ниши. Это какие-то плотные ароматы, классические фужеры. То есть если люкс сейчас начинает баловаться, скорее даже вовсю балуется, фруктово-сладкими, гурманскими ароматами, которые были у ниши несколько лет назад, то ниша возвращается к 70-м, 80-м и рассказывает нам, по сути, все те же самые истории с легендарными шипрами, с легендарными фужерами, чуть по-другому обыгранными, но вы можете также почувствовать ту же самую кожу, те же самые пачули, тот же самый дубовый мох. И поэтому в какой-то момент вы начинаете думать, что вполне возможно где-то есть скрытые, зарытые или забытые бриллианты, которые можно откопать и которые доставят удовольствие. Вот Азара Визит как раз один из них. Я знаю, что для многих Азара это в первую очередь классический мужской пором for men, но на данный момент на полках то, что находится, совершенно не укладывается в те рамки качественных парфюмов, которыми когда-то славился бренд. Так вот, Визит один из тех ароматов, которые, может быть, заставят вас немного изменить мнение о бренде, если оно сформировано исключительно созерцая полки в Литуале и Рив Гош и Сефаре. На этом все. Аромат рекомендую. Себе точно буду еще докупать 100, может быть даже 2 сотки при возможности. Чего и, ребята, вам желаю. Хорошего дня.